Да. А музычка не идет? Странно. Почему музычка не идет? Где у нас музычка? Ага. Connected.
Hey. Зубач.
Told you once, I twice can see it in your eyes. Oh, I'm on the top. You once, I told you twice. Yeah, I know to say. I know to say. Nothing to say. Да, конечно. I'm at jobs at like 3 a.m. The past times we ain't seen paychecks. Probably was deep in the shit way less. Now I'm feeling to reach На башню залезай. my life and I Короче, вот, стрим «Свободные руки». I'm up on the moon. And shorty might do and she up off the juice. I'm working on it, you feel bad on yourself. Remember my face, but it's somebody else. Now I'm out at the gig club. Я тут один. Ну, почти в центре города. За ветер извиняюсь, есть шумка, но, возможно, все равно шумит. Кстати, напиши, как музыку слышно. Музыку слышно? Это, короче, мой город, Тилбург. Ух ты, эта штука качается. Ничего себе. Ну ладно, тут много лет уже стоит, держится как-то. Ну качается. Это стрёмно. Что он прямо так качается, все ходит. Вибрирует просто. На тебе закрыли, наверное. Да, немного сзади моей спины это колонка, плюс еще ветер дует, поэтому могу представить, что плохо слышно.
Ну так, для фона немножко, чтобы не, у меня было слышно. А так, чтобы не совсем скучно. Мне один чувак говорил, ни в коем случае сюда не поднимайся, здесь деревяшки все прогнившие, это было еще лет 5 назад. Говорит, вся эта штука качается по ветру, она, говорит, долго не простоит, но я думаю, она уже сколько лет стоит, ничего, не закрывают на ремонт. Ну, чувствуется, как она ходит по ветру. О, классное солнышко выглянуло, топчик, топчик, топчик. Yes. Ой, я высоту не знаю, надо будет внизу поискать информацию. Думаю, не супер высоко. Вот, смотрите, на высоте 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А примерно в высоте 10-го этажа, ну, каждый 3, то есть где-то 30 метров, не больше. Плюс она еще на пригорке стоит, потому что снизу железная дорога. Вон железная дорога. Make me. Oh. Need you. Oh. Так, это если просто... Так, это если просто... Эксики. Ну, довольно-таки много зелени, много деревьев. Кроме этого парка. Этот парк очень лысый. И, кстати, предыстория, что это была раньше зона железных дорог. И переделали. И там внизу даже шпалы оставлены еще в этом парке. Но можно было больше деревьев посадить. Так, надо руку вытянуть, посмотреть, как будет. Вперед рука. Чуть-чуть сюда. Нормально, ладно, все. Немного музыку обратно. Идем по городу гулять уже. Слушаем Тиесто с Tomorrowland. Посмотрим, если сет играть, приведет ли страйк на Twitch. Если придет страйк на Twitch, то буду тогда с музоном только в YouTube стримить. Отлично, отлично чувствуется. Вон, поезд едет.
как игрушечный. А вот поезд, который на более короткие дистанции ходит, и чаще останавливается. Там. Да, я почитал, там, да, но там 3 страйка могут пролететь. На третьем за музыку, за копирайты уже удаляется канал. То есть я посмотрю, один раз постримлю. Может быть, сеты вообще не как бы нормально пройдут, если сеты играть. Ремиксы как бы. Единственное, что я Tomorrowland довольно-таки известный, запросто, может, они них и сеты стоят в этом где-нибудь в базе. Потому что надо какие-то более андеграунд сеты играть. Эй, ай! Что-то людей совсем нет у вас в центре. Это не центр, это парк. Тут, во-первых, дождь был целый день. Поэтому как бы я тоже ждал, когда дождь кончится, выйти. И сейчас уже выходные прошли, понедельник. Ну вот я вчера на стройках игрался. Всякие технические проблемы решал. Но только вчера поздно вечером решил последнюю задачу, чтобы можно было стримить на расстоянии. Уже решил сегодня постримить. И может быть завтра в Утехте постримлю. Мне надо завтра в офис, и вечером там погуляю. — 24 метра она. Вот тут надпись. Met Willem Torenbouwers het belang van de scherm van de goede relatie tussen platteland en stam en daarvan Brabantse Kempen. Грамоту.
А здесь кемпинг, типа люди в палатках могут оставаться. Можно заглянуть. Вон, типа вон, кемпинг. Потом в этом поезде тоже можно ночевать. А, да, кстати, оригинальная железная дорога. Типа, наверное, эти рабочие территории. И они там тоже очень много всяких часть там детские цеха были, тоже переделали под библиотеку, еще чего-то можно будет скоро туда зайти. О, зелененький, надо поторопиться. Машин нет, никто не едет. То это здание новое построили. Первый раз близко к рядом подойду. Эти относительно современные. Тут много чего обновили. Вот там, если видно, такие маленькие одностоячие двухэтажные дома. То вот это оригинальные такие. Сейчас такие вымахали. Хотя до сих пор чуть-чуть еще не муравейники. Вот здесь студенты типа живут. Можно через их дворик прогуляться. Ну, типа студенты отдыхают тут. Все студенческое жилье тут вокруг меня. Ну тоже все тихо, никто тут с ума не сходит, потому что понедельник. Если интернациональным студентам жилье дают на год. Да, мы сейчас сюда идем. Мы идем как раз сейчас в старый центр, там останутся. Я просто немножко такого современного начал. Сейчас мы пойдем к центральной станции. Там вокруг центральной станции тоже новодел поснимаю. Ну так относительно новодел. Они, как говорю, старые цеха, поездные, там где ремонтировали поезда, переделали под. И потом пойдем в старый центр уже красивый.
What the fuck's that shot? Ну, такая зелененькая. Здесь какое-то локальное государственное здание. Omgevingsdiensten. Они, по-моему, наверное, чтобы был порядок на улице, чтобы уборка была, там зелень оживали. А вот эти зелень нормально сделали тут. Пол в немножко диком стиле. Порва идут. Hi. Heel veel. О, мы на станцию выходим. Автобусную. Ну что, никто не вопится, выключи камеру, смотри меня. Всем похуй. Это мой первый, по-моему, такой стрим в Тилбурге точно, но в вашем городе тоже. И еще в одиночке. Да, людям вообще похуй, они все своими делами заняты.
А вон тут немножко историческая застройка. Вон она, справа. О, можно снять это здание под свой офис. Тихо. Отельчик. Нормально. Тут такая станция у нас с довольно-таки оригинальным крышей. Когда обновляли станцию, тут много перестроили, особенно нижнюю часть, а крышу эту оставили. Она довольно-таки до сих пор современно выглядит. В Википедии поискать какого она года. Ну, лет 30 это запросто к этой крыше. Вот такое озеленение сделано. Самый большой голландский банк, ING. А менты надо потише сделать. А, хотя это железнодорожные менты. А вот, кстати, вот так вот турникетчики выглядят. Вот, например, пример тоже урбанистики. Раньше была тоже типа маленького цеха, а там теперь кафе. Да, еще совсем недавно, недели 2-3 назад, тут куча народу сидела. Сейчас что-то уже все, дожди. Просто женщина там с телефоном играется. И все. То есть, видимо, тут поезда так заезжали сюда раньше. Их там крутили, завозили, ремонтировали. Не знаю, вам видно? Сейчас пониже опущу. То есть, в этом котловане для ремонта. Ой, камера Эй, камера немножко своей жизнью пошла. Вон тут тоже какие-то Вон целые кучи. Тут со всех сторон подходили как бы железные дороги. То есть из разных мест. И потом их как бы перенаправляли с одного на другое. То есть заезжает на ремонт, а потом ремонтируют, заезжает на этот мост и обратно на главную железную дорогу отправляют. И вот эти лучи, которые идут в цех. И на месте главного цеха там сейчас большая классная такая библиотека. Мы туда скоро зайдем. О, кстати, надо тут это заснять тоже. Кафе сделали внутри поезда.
И там тоже какое-то депо, оно продолжается в то депо. Да, давайте сюда когда еще зайдем. Осветление. Заодно снимем это здание сбоку. То есть вот, это бывший один из цехов. Тут видно кухня. Явно закрыта. То есть с понедельника, наверное, выходной просто. Да, там никакого движа нету. Так. О, здесь не перейти. Короче, вон, тут этот парк как раз открыт, там терраска есть. Может, там можно перейти чуть подальше. Ну, в кофешоп меня, наверное, с камеры не пустят. Я не знаю сам уже. Очень давно там не был. Но последний раз, когда я там был, ну, может, наверное, хорошая такая, более премиум класса, 12 евро за грамм. И такие бюджетные варианты можно найти, наверное, начиная от 8 евро. Ладно, не будем туда переходить, но там как бы новострой тоже. Там сделали дворики такие внутри этого новостроя. Плюс здесь типа кафе, вот этот ресторан закрыт, он закрыт. А там то, что кафе, оно открыто. И там люди сидят. Может, на обратном пути там пройду через тот райончик. Как раз, да, маршрут будет к машине. Надеюсь, библиотека открыта, но может закрыта. Но там даже приз выиграл интернациональный по архитектуре. О, даже красиво сейчас цветет что-то. Вон, в принципе, виден бок библиотеки. Ну, это запасной выход. Может, все ничего просто тут происходит. Зайти и выйти. А может даже... О, это, кстати, аренда байков. Как бы долгосрочная аренда. То есть можно помесячно, на год снимать их. Как бы они делают тогда ремонт, там что-то
Если украдут, тебе новый дадут. Ты чисто платишь как бы аренду долгосрочную. Вот, и часть фасада оставили, потому что наверняка будут что-то тут еще строить, используя это старый фасад. Вон там фасадик. И здесь, нет, там что-то есть движ в библиотеке. Есть движ в библиотеке. Лаги сильные, смотреть невозможно, черт. Потому что между домов зашел. Странно. А я смотрю вот фит из Ютуба. Все идет по намазе. То есть вот. Нет, это у тебя локально, потому что я смотрю YouTube, у меня сразу же выходит фит YouTube. Здесь и все работает там классно. Сейчас еще на всякий случай приду. Здесь нормально работает. Ну, спасибо, что говорите, что есть лаги. Это важно знать. Сейчас мы будем заходить в библиотеку и уже без музыки. Без музончика. Да, тут для кайфовщика есть вообще... для кайфовщика есть... вон для кайфовщика. Гараж велосипедов. Я не знаю, вам видно через стекло, но там дохуя велосипедов сделано. И там несколько этажей. То есть вот один этаж, второй. Так, сейчас будем заходить в библиотеку, читать буду, стараться читать. Вот, короче, смотрите, как круто. Это был раньше цех, наверное, какие-нибудь ремонту поездов. Здесь так стояли вагоны всякие. Пока вроде не лагает. Ой, тут лестница, ступени. О, почти как дома сидеть и чилить. Еще даже есть эти звуки. Пока еще не лагает ничего. Лучше что-нибудь в чате. У меня что-то в рестриме чат отпал. О, и зонт у меня отвалился. Блин, скей. Так, непредвиденная ситуация того, что я присел. Все, предел зонд. Все, возвращаемся в нормальный режим. Идем дальше. Помните, с библиотекой. Ну, кстати,
Такие вроде бы какие-то новые фишки появились, которые я не очень помню. О, макетик. То есть вот это передняя часть, это фасад. А это эти штуки, это типа занавески, которые звук. Тут даже с девушками можно знакомиться в теории, потому что они явно скучают. Когда с смотровой спустился, в пару местах картинка пропадала, а так все четко и без лага. Так, отключился спикер. Ну и слава богу, если донат таки не скинул сумасшедшие, то уже не будет слышно. Слушай, одни девчонки тут сидят. Мужики в барах обкуриваются. Кофе. Ай, он сами знакомится. О, не prойти. Hoi. Hi, mag ik langslopen? Dank je. Ja, normaal is de ingang aan die kant. Oh, die kant. Ja. Oké, dankjewel. Специально открыли дверь, которая обычно закрыта. Но поскольку я стример, то можно мне разрешить тут пройти для вас. О, кстати, обратите внимание, крышу сделали зеленой, чтобы она меньше там грелась и больше, ну как бы больше кислород там, изоляция тоже. То есть специально посажают. Тут на дома даже можно субсидии брать. Но для этого лучше желательно иметь плоскую крышу. У меня не плоская крыша, ничего тоже можно сделать. Хотя, можно на чердак было сделать. Кстати, неплохая идея. Не чердак, а на эту, на кухню. Во. Опять же узнаем всякую такую индустриальную архитектуру, которая тут уже сотни лет. Вон ходят поезда. Короче, это все раньше зона железных дорог было, повторяюсь. Были цеха тут разные железнодорожные, и сейчас все для людей сделали. Вполне прикольно. Вполне прикольно. О, кстати, тут тоже рельсы. По ним эта штука ездила туда-сюда. Понятно, как там. Наверное, эти железные сваи потом подняли, их не было оригинально. Ничего не смогла ездить. Но это чисто оригинально.
Да, это библиотека. В библиотеке ходим, которая раньше была цехом железнодорожным. Это все было зоной железнодороги. Получается, в очень центральном месте города сделали такую большую... О. Там еще внизу, то есть многоярусная территория. То есть никакой системы занавесок, если это какое-то мероприятие, то не закрывать эти занавески, и тогда это как бы останавливает звук более-менее, чтобы другие можно использовать было как библиотеку. Привет, Макс Майоров, место пропелщик, книги по пикапу. Я не знаю, в какой теме искать. Тут это слишком сложно. Есть, короче, всякая романская тематика. Наташа Доросна, Беловта. О, тут какие-то русские книги, смотрите. Эти Беловта, Обещания из Одессы, детектив. Романы всякие. Одесские романы. Нет, одесские детективы. Случайно так. Идем дальше. О, математикой занимается. Романы. Ну, там, получается, уже кружок сделали. Ладно, пойдемте дальше изучать город. Просто довольно-таки уникальное место. Опять же, оно выигрывало там призы архитектурные. Поэтому было бы грех его не показывать. Тупик. Опять зонт отклеился. Ну что же я буду делать с ним? Фига я вообще сел. Так. Потому что взял я его, потому что были дожди целый день. И даже когда я приехал стримить, никакого дождя не было в прогнозе. Хоть обещали, говорили, не будет все равно дождей. Я подумал, уже не верю вам, доверия нету. Надо на всякий случай взять. Сейчас ведь может показать, как я выгляжу. Сейчас я отцеплю этот стрим немножко. Так, что-то все сложно. Сложно. Ладно, пусть потом на улице. Сейчас ставим пока на плече. И что-то время, почти 7 часов вечера, библиотека открыта в это время. И вон ее. Вон там ряды книг, компьютеров. Ну да, себе 10-7 еще, ну уже темнеет. Уже темнеет, поэтому хотелось бы быстрее на улицу, пока что-то заснять кадры, пока уж совсем не темнело. Выход. Так, какая-то хрень с изображением. Ух ты, что это такое стало? Ничего себе. Ого. В YouTube также. Ничего себе. Ого. В YouTube также.
И там, может, что-то перегрелось. Ого, все такое черно-белое. И там, может, что-то перегрелось. Если так, connection find time to reconnect. Все, сейчас будет нормально. Сейчас. Минуту. Что-то перегрелось. Если так, connection find time to reconnect. Все, сейчас будет нормально. Сейчас. Я что-то не то нажал. Может быть, действительно там какой-то... что-то, может, на экране нажал нечаянно. Может, какое-нибудь рой изображения пошло. Надо посмотреть. Да, надо было просто USB опять подсоединить к камере. А здесь такое хипстерское. Так, надо мой зонтик опять включить. Powering on. Connected. Сейчас будет музончик опять. Возвращаем Тиесто. Здесь по выходным тоже движуха бывает. Так, ладно, пойдемте в город. Пойдемте в город. Снимать достойную архитектуру. О, нет, здесь кусочек надо показать. Сейчас покажу маленькую штучку и пойдем в город уже. Тут такая прикольная, какие-то фишки есть. Я приделал донаты ради экспериментов, как работает. Будет ли нормально выводиться? Надеюсь, да. Колонка сейчас работает. Я изначально вообще не платил ради донатов, но я уже начал в всяких настройках копаться и уже подумал, надо донаты тоже сделать. Заодно разные всякие... У меня, по-моему, ссылки на 2 доната есть, а так я даже в 3 разных местах. Короче, видите, тут разные ноги сделаны. Это вариант русские избушки на курьих ножках или ножки на сапогах. Ну да, не ради донатов, просто так, ради движа. Чтобы самому стримы не смотреть, не заливать на стримах, я решил сам стримить. Ну, или, по крайней мере, пока хорошая погода. И пока подруга уехала, что она мне не дала бы мне постримить, а я сейчас так себе с кого-то уедет, она буду себя так развлекать. Но, опять же, в выходные все ушли на настройки. Вот, например, контроль даже OBS студии на расстоянии. Я думал, тоже уже все настроил, все это. Оказывается, обычные аппликации, они все работают, когда ты на Wi-Fi сидишь у себя внутри дома. Чтобы через эту мобильную связь это все сделать, пришлось сделать специальный туннель, как бы приватную network. И вот такие всякие фишки. То есть как бы все время шаг дальше, все ближе, ближе, ближе. И до сих пор еще не совсем идеально. Я под конец сегодня, там перед стримом еще нашел метод,
как куча разных стримов подключать на разные платформы. Сейчас у меня через рестрим идет бесплатно на Twitch и в YouTube. В Европе какие там разные платформы. Ну, во-первых, самый такой известный Streamlabs, ну там, по-моему, он довольно-таки дорогой. Они хотят, чтобы ты сам подписывался абонемент, тогда у тебя будет меньше комиссия. Потом я настроил Stream Elements. Как раз на него ссылка есть. У Stream Elements очень понравилось, там всякие должны выскакивать. Кстати, не выскакивали, всякие, если сабскрайбы. Кстати, иначе никто на меня не подписывался во время стрима, иначе бы всякие должны были фишки выскакивать. А здесь всякие пивасики варят. Чуть ли не шоколадные пиво всякие, тоже их можно пить. Ну, сейчас что-то все тихо. Тут тоже дискотека в этом справа от меня есть. Здесь опять же. Я еще много у людей тоже видел всякие, заходишь там разным стримерам, какие-то другие есть. То есть, но Stream Elements, они себя позиционируют, что у нас самая низкая комиссия. Ну это, да, это может просто маркетинг быть. Neo. Вот, кстати, кафешка. Прикольно. О, надо кайфовочку подснять. Вон такой гаражик велосипедный. Вот там все в гаражах велосипедов. Ладно, не пойду туда. Только если кайфовщик зайдет. Здесь обычно вечером подсветка есть. Она сейчас тоже есть, но очень слабо. Очень слабо мерцает. Не знаю, видно? Чуть-чуть, а вот обычно очень ярко. Ну, может, она когда солнце сядет, она будет ярче мерцать. А вон большой классный кофешоп, там даже еду готовят. И прямо эти косяки упакованы как сигареты. А торва сидит. И здесь еще опять еще гараж велосипедный, тоже такой двухэтажный. Вон, видно вам? Вон Grass Company. В принципе, такой самый приличный кофешоп. Там можно сидеть, играть, карты, какие-нибудь другие настольные игры, кушать. Там они всякие шейки делают, полезные, неполезные, с сахаром, без сахара. Народ едет на красный... А нет, не зеленый, ладно, это тоже передаю, не зеленый сидит. Сейчас мы пойдем в более такую историческую часть города. Так, у тебя YouTube не прет. У тебя YouTube как россиянина понимает, тебя YouTube как россиянина понимает, получается, иначе были бы европейцы в чат. Так ты же сам знаешь, что YouTube плохо пиарит. Я же не горизонтально стримлю.
Я там нашел одну, кстати, вариант софтвера, чтобы одновременно и вертикально, и горизонтально стримить, но я бы не вышел бы, если этим серьезно занялся бы. Но если кто-то заходил бы в чат на других языках, я бы им отвечал. То есть в Твиче у меня выставлено и английский, и голландский, но, видишь, сейчас никто не пишет. А так, тусовка моя, которые доначу, которые меня знают, все русскоязычные, русские стримеры, Москва, Питер, больше некому заходить на стримы. О, тут синагога сейчас будет. Кстати, вот историческая такая часть, исторические дома относительно. Такие вот двери. Варламов любит такие старые оригинальные двери. Вон еще дверь для Варламова подсниму. Дверь для Варламова. О, либеральное еврейское место сбора. Тут вроде может чуть ли не место теряшки быть. Здесь у нас джаз-кафе. Парадокс. Там кафе справа, мы не будем сказать, там пару сотен, говорят, чуть больше 1000 сортов пива можно заказать. О, кстати, красивое здание у нас. Здесь могу отойти, оценить. О, здесь такое альтернативное артхаусное кино. Он тоже красивый, довольно-таки красивый фасад. А, чувак какого нет. Да, нормально видно. Может, я путаю? Мне кажется, там даже чуть ли не русская какая-то... Да, выключу звук и зайду туда в кафе. Там, по-моему, какие-то русские императрицы были. Потому что здесь же ведь король был поженен на там, дочке Павла I, что-то такое. Возможно, связано. А, вон, Александр. А, это как раз их король был, он Вильям II. А это, возможно, Анна Павловна. Это не без подписи. То есть я точно не знаю. О, залагал, отсюда надо выходить срочно, залагал. Да, здесь старые стены бетонные, в них все мощно лагает. Так. Пить, да, очень много было дождей последние дни. То есть даже если бы хотел бы, моментов стрима не так много. Вот сейчас повезло, сейчас вышли еще. Какой-то непонятно, ничего не продают. Какой-то магазин. По-моему, магазин, те, кто любит что-то там мастерить, лепить, оригами делать. Что за цифры? А, это, наверное, сколько там битов было. То есть, если я, может, захочу проанализировать, где была какая скорость. То есть, нам потом просто убрать будет. Я где-то это оставил на всякий случай. Я уже забыл, где. А, по-моему, в Белобоксе. В Белобоксе это. Ну, это так на первых стримах будет. То есть, битрейта. Мне отсюда не разглядеть, то есть я дома посмотрю, что там выводится. И как это коррелирует с лагами. Вот, тут сейчас будет красивая подсветка, должна быть солнечная. Ой, ё-моё, надо солнечные очки надевать. Только через камеру это все наблюдать.
Так, ну чуть опустить. Слишком высоко камера смотрит. Так. Вот так камера хорошо. Сейчас пойдем. Да, пойдем таким маршрутом. Там люди, какая-то у них презентация книжки, какой-то книжный клуб у них обсуждают книги. Так, а сейчас, по-моему, наоборот, надо камеру чуть выше, чтобы было здание видно. Что пол тоже снимать мало смысла. Короче, вот мой телефон, а снимаю я с отдельной камеры. То есть немножко задержкой вижу то, что я снимаю. И через Restream IO слежу за чатом. Так, вот здесь можно будет потом пройтись. Или... Да. Магазины уже все закрыты. В этом городе какие-то ебанутые люди остаются. Кинотеатр, казино тут. Церковь закрыта. Ну, там в этой церкви ничего достопримечательности нет, она не особо такая красивая. Единственное, что там такая статуя прямо окровавленного, прямо из фильма ужасов Иисуса. Прямо на него жутко смотреть. Я думаю, там все равно было жутко лагало. А чё мне Евгений не видно в рестриме? Надо войти в оригинальный чат. Стрёмно. О, да, здесь почему-то рестрим не всех людей, не все чаты переводят. Наверное, какие-нибудь топовые чаты. Вот Александра здесь видно. А там не было видно у меня Александра. У меня был... Будешь стрим сохранять? Да, этот стрим сохраню. Я домашний, где я там всякую хуйню делаю, не сохраняю. А за этот стрим не стыдно будет, его можно сохранить. Евгений, вы откуда? На Твиче тебя трансляция не воспроизводит. Да, я знаю, что там странное с Твичом. Она будет распознавать. Потому что потом в прошлый раз тоже был черный экран, а потом мы закончил стрим, и все было видно на Твиче. А почему так, непонятно. Ну, спасибо, да, за фидбэк. Может, даже вместо Твича, может, вторую платформу сделать Кик. Потому что Твич рано или поздно за какой-нибудь музон там забанят. Опять же, Король фильм второй, и он был, ведь в Википедии он был женат на Анне Павловне. Дочка, по-моему, Павла Первого, и Павла Второго, и несколько Павлов было. Но говорят, что он был геем.
и детей у них не было. А как они этот свой род продолжали, эту историю умалчивают. Спасибо, мистер Пропел. Короче, буду посматривать. Да, вот здесь, нет, здесь Александра видно, здесь Майорова видно. Евгений тоже было видно. Не, что-то просто косо смотрел. Не надо кик, оставь на ютубе только, костыли уже все используют. Ну, говорят, просто YouTube плохо дает новых этих подписчиков, чтобы что-то какие-то новые люди появлялись, какие-то новые, думаю, или Twitch, или Кик. Но на Твиче за музыку забанят. Так, ставим музыку, обратно возвращаем музыку. Этот самый просто кончился Тиеста, оставим. Кого бы я хотел послушать? Морта надо послушать. Одноклассники. О, закат. Там тоже улица баров. Вот там сейчас движа нету на этих барах. Не пойдем пока туда. Это можно выходные, все на тему можно постримить. Ну, как прям аж классическая музыка идет. О, привет, Скиф. О, Скиф на самый центр города пришел. Я, кстати, не помню, отмотка есть, отмотки нет, или я убрал ее автоматически, можете ли отматывать. Но если что, я стрим сохраню. Отмотка будет. Вот тоже здесь тут кафешки всякие. А здесь закрытые всякие магазины. Центральная улица магазинов. По ней чуть-чуть пройдемся. Только эти сладости продаются еще. Страйпес, Страйпес, да, это Инховен. Да, интересно, туда надо съездить. Ну, это на выходных, да, по Инховену прогуляться. Да, то есть Страйпес, не посвящен, это была раньше территория фабрик Филлипса. Филлипс потихоньку там начал сливаться из Инховена, был такой главный офис, а в Китай перенесли часть продукции, там в Польшу лампочки стали производить, и там фабрики некоторые переделали под жилые тоже такие лофты. Часть вообще снесли и построили тоже современное жилье. И там теперь самое дорогое жилье, в Инховене. Так, мы так туда налево-лево это пройдемся. Здесь пустая улица. Да, здесь у нас, кстати, самокаты запрещены официально. На выходные я бы думал как раз на велосипеде сделать стрим, чтобы вот такие расстояния быстрее преодолевать. На выходные здесь было больше гораздо людей. Тилбург, здесь никакого Филлипса не было, это оригинально, здесь был когда-то текстиль всякий, то есть вышивание тряпок, но это лет 100 назад. Естественно, все это давно уже ушло в Китай, в Азию.
Что-то в Тилбурге. В Тилбурге есть самая большая европейская фабрика Теслы. То есть здесь собирают и привозят как бы, запчасти. Да. 1080 декодер. У меня все через Bellabox идет. Ну, я стримлю, чтобы меньше лагов было. И в чем у меня самая большая инновация, чем я долго мучился, не в RTMP стандарте. Вот я думаю, остальные стримеры, они в RTMP стримят, потому что проще всего настроить. А SRT, то есть Secure, Reliable Transmission. И она гораздо меньше надо для того же резолюции, фреймов надо в два раза меньше как бы, данных, битрейта. То есть я, наверное, да, на 1080 мне установлено. Сейчас я проверю, как там в YouTube, на каком можно смотреть. Да, 1080 можно, но на 30 фреймов. Я подумал, 60 фреймов как бы не обязательно 60 фреймов. Вот тоже всякие бомжи сидят. Да, 5G работает. Да, и через 5... У меня на телефоне 5G безлимитная. Вот я и стримлю. Сколько там я в день? Не помню, сколько могу в день. Наверное, 20 гигабайтов. Но это на стрим за глаза, по-моему, 20 гигабайтов. О, Скиф и подруга даже не пропустил. В этот момент, что у Скифа и подруги есть. Да, он как будто встретил выходных. Я не все стримы смотрел. Почему 2К не стримишь? Ну, 2К это можно из дома поэкспериментировать. Потому что камера, которую я стримлю, она в вебкам-моде, по-моему, поддерживает 1080. Она в вебкам-моде не идет на 4К. Может, на какой-то апдейт бы. Хотя сама она может идти до 4К. Но это просто если ты записываешь на SD-карту. Ну, в других городах еще больше магазинов. У нас так скромно. К тому же это раньше было еще больше. Сейчас много магазинов уже позакрывались с этими, с ковидами, с онлайнами. А так раньше голландские города славились, то, что там приходишь в центр, и сплошные куча магазинов там шопиться. Вот эти открыты даже в понедельник. Здесь такие бухальни. Есть студенты здесь сюда часто приходят вот в это. Да, понедельник такой момент, когда люди особенно прошли выходные, люди отгуляли и уже на другом сконцентрировались. Никого почти интересных нет, плюс дожди были. Немножко, конечно, упустил лето со стримами. Долго все раскачивался, настраивал. Тут у нас концертный зал. Опять же церковь. Еще какой-то променад с магазинчика. Не по-нашему, да? Не по-скрепному. Что там пикселит?
Посмотрим, что там в чате пишет. Видимо, тут, наверное, не весь чат приходит. А кто пишет не про пиксели? Мне что-то не выводится в чат. Я кого я для себя спрятал. Вот, короче, тут все. А самое стыдное, что я ни разу не был в этих концертном зале, там представление, то есть я даже не знаю, что там, как там. А здесь городской дом, и этот беленький, это тут свадьбы проходят, но это раньше замок Вильяма II. Он как раз, у него был, главная резиденция была не в Амстердаме каком-нибудь, не в Гааге, а именно в Тилбурге, ему нравилось сидеть. Поэтому здесь и клуб так назван, Вильям II. Снимем немножко церковь. Да, и справа тут всякие есть офисы от Хемейнта, ну, городской дом, да, типа мэрия по-русски. Или нет, они, по-моему, все сделали тут торговое, потому что я вижу, можно тут снимать. А раньше здесь именно офисы были такие. Я думаю, они наверху сидят, у них офисы этих амптенары, как это по-русски. Чиновники наверху сидят, а внизу магазины сделали. Но что-то никто не хочет снимать. Видимо, здесь больше такое место для каких-нибудь террас, какое-нибудь кафе делать. Да, что-то сделать бизнес-проект, наверное, слишком большую цену заломили. Да, то есть, видите, не очень у нас экономика тоже хорошо. Как бы сделали, ну, это уже несколько лет эту всю территорию сделали, эти здания. Может, здесь просто вот уже обанкротился. Какие-то кухоньки там были. Ладно. О! А это, я думаю, тут чиновники после них кушают. У них там Вильям II на коне сделан. То есть, я думаю, да, это от мэрии. Там ланч у них проходит. О, подъем для инвалидов. Страшно без людей. Сколько населения в городе? В городе, ну, наверное, я думаю, где-то в районе 250 тысяч. Готический портал у здания. Там суд у нас. Это суд, по-моему, если я не ошибаюсь. А тут задний фасад, главный вход тоже в мэрию. То есть, если хочешь что-то записываться, приехал в город жить, тут записываешь, регистрируешься. Тут задний фасад этого замка, в котором жил бывший король. Какие-то лампы, как в стиле наших метро. Ну вот этот фасад довольно-таки современный. Его не так давно построили, пару лет назад. Обновили тут много. Кстати, да, изменилось тут. Я тут еще с тех пор-то не ходил, мне не надо было по делам. Я вижу, что много изменилось. Тут раньше прям был место стейдж был, то есть куча народу было. А сейчас так немножко изменили. О, какие-то штуки упали. Видишь, все напидрено, видишь? Что-то отвалилось, плохо приделали. Отломали столик. Надо пониже камеру сделать. Камера высоко. Вон, лежит столик на земле.
Вон столик на земле лежит. Да, в это время людей, наверное, больше всего в районе каких-нибудь университетов. О, кстати, там прикольно, зеленые какие-то балконы, или не кажется, не кажется. Давайте здесь пойдем, может здесь какой-то народ будет, здесь какие-то барчики вроде бы есть. Ой, камера под ноги смотрит опять. О, ванильные облака красивые. Наташка со смуглом шла, я даже пропустил. И она смотрела, как тут кадр получается. Нет, тут все террасы пустые. Тут по выходным больше народа. Мне здесь меньше нравится. Тут пройдем. А, ну, вон внутри сидят. Внутри сидят. Видимо, уже холодновато если ты не сидишь, а на улице сидишь, то ветер дует, да, и солнца нету. Поэтому люди уже в барах внутрь заходят. Так, надеюсь, сейчас не залагает. О, даже экран выключили. Если такой большой экран, я сейчас его выключу. Да, хорика так и называется, да, часто не работает. Да, понедельник такой довольно-таки самый безопасный день, чтобы в первый раз на улице стримить. Так. О, здесь народ сидит тут. О, что-то камера. О, что-то опять плохо пошло изображение. Кадр. Так, сейчас немножко по скучному куску прогуляемся. Должно быть там красивая гавань Тилбурга.
Минут 5 сквозь коты будет. Потом будет более-менее такие новострой. Безопасно, безопасно. Или пройти, ладно, пойдем, чтобы не заблудиться. Да, Бельгия считается, они более такие гурманские пиво делают, разных вкусов. Германское более... Хотя недавно я был с мамой ездили в Германию, там мне очень зашло одно пиво. Питбургер какое-то вообще обычное. Оно именно безалкогольное, было такое мягкое-мягкое, прям вообще. Чуть ли не какой-то медовым вкусом. Вот у поляков тоже есть медовое, но оно не такое, оно какое-то... Не мягкое, оно какое-то более сладкое просто. И Бенедикт тоже зашло немецкое пиво Бенедикт. Но я только их обоих только в Германии видел. И то там в кафе в одном. Потом в супермаркет большой зашли, там было не найти. Вы говорите, мое придумал. А голландское пиво, оно обычное, вообще такое, не без выкрутасов. У них пилснер, типа это такое легкое. 5% желтое это пиво пилснер. И вот они его пьют ведрами со студенческого возраста. Если не могу сказать, что оно такое практичное, как бы функциональное. О, господи, нифига себе, тут что-то раскопали все в песке. А, это расселили жилье, будут ломать его. Интересно, песок откуда? Ух ты. Она засыпали, наверное, чтобы было как-то лучше это все ломать. Да, ну да, действительно все пустое. Там что-то интересное сделано, не знаю, как туда пройти даже. Какая-то инсталляция для растений. Для нового комплекса, наверное, что-то там личная территория. Он про то говорю. О, вон эти инсталляции. Ладно, нету смысла дойти. Ну, в принципе, в теории, если бы мама и подруга не смотрели стримы, я был бы один. Можно было пикать, потому что я вижу, все-таки нету такой очень злой реакции на стримы. Я вижу, улыбаются и интересные люди. Только вы бы ничего не поняли, потому что это было бы на голландском. Я думаю, если еще улыбаться всем, как Новик это делает. О, смотри, Котя спит. Давай Котя с ним. Ух ты, как ты сделали. Внутренний дворик. Смотри, Котя пушистый. Вон, Котя.
Очень пушистая котя. Наверное, надо быть смуглым мачо, чтобы пикапить. Потенциальное жилье. Какие-то местные новостройки тут что-то делают. Да, пипец, конечно, составом ходить. Я тут сейчас телефон держал и плечо устал. Просто телефон держать перед собой, читать чат. А так со стабом идти еще, чтобы это все была красивая картинка, будет все болеть. Вот гавань. Сейчас мы туда поднимемся. Не, были, кого там попадались. Если не надо было, то все время можно было. Особенно в библиотеке. Самое пикапельное место это была библиотека. Ну там надо как бы приходить как бы будто серьезно и просто уже подсаживаться, там аккуратно, наверное, общение заводить. Не знаю, со стримом, без стрима. Сейчас на маленькую смотровую зайдем. Блин, наверх закрыли проход. Чертики. Я хотел на крышу здесь забраться. Вот чертики. Да, здесь был вид прикольный. Ну ладно, так посмотрим. Да, поверьте, здесь обычно, когда нормально открытая терраса, то спокойно поднимаешься наверх и вид сверху снимаешь. Ну, ладно. То сейчас будем идти и смотреть на закат. Снимать вообще законы съемки свою территорию только, но как бы не особенно камера в глаза бросается, поэтому и прикольно
за... Ну, естественно, не имея разрешения всех спросить на улице, это нереально. То есть только если кто-то подойдет, начнет выебываться, типа, сотри меня, я скажу, там, наверное, приватная съемка, типа, я даже не буду говорить, что это стрим. Просто для себя, типа, снимаю кино про Тилбург, не буду тебя выкладывать. О, люди там на лодке кино смотрят. Там электричество подведено через кабель. Не, ну в теплую погоду в Тилбурге больше народу. И плюс еще выходные, если, естественно, там понедельник, я сейчас самое такое неудачное время, просто импрессию города подснять. О, русскоязычные люди, ну парочка, не буду их трогать. Так, сейчас какой маршрут. Давайте там выберем какой новый жилкомплекс, через него пройдем. Что? Я уже далеко ушел от машины, немножко обратным путем идти постепенно. Черный экран, реально. А тут все идет. Нет, идет. Это у вас там какие-то сбои с YouTube. У меня в прямом эфире это фид идет, экран из YouTube. То есть я вижу, я знаю, что, например, черный экран в этом, в Твиче. Там, да, там черный. Нет, завтра я еду в офис, у меня завтра курсы в Утрехте. То есть я могу погулять завтра по Утрехту после работы. Да, вот это реально, по центру Утрехта прогуляться. А так, конечно, по рабочим дням сложно в другой город выезжать. Пока там доедешь, пока там чего, уже там темнеть начинает. Где больше зрителей? Вот, тут можно посмотреть, как новые дома сделали, новый жилищный фонд. Здесь не залагает между домов. Или там просто парковка. Ух ты, вот ветер. А, тут закрыто. А, там можно пройти, ладно.
О, там уже задние дворы. Ладно, уже все. Пойду уже тогда в обратную сторону. Не буду возвращаться на канал, в порт. Ну молодец. А, да, он там кого-то, там кто-то из Питера заходил к нему точно. Ну молодец, так и надо. Креативно думать. Скиш тоже же кайф стримит для себя в первую очередь. А не как Новик там для донатов развести донатеров. А, да. Ну тут легендарный стрим был. Это был момент, когда после этого уже изменилось все. У тебя пошли подписчики вверх, о твоем стриме начали разговаривать на других стримах. И все, появился какой-то уже у самого азарт у тебя, что как бы можно не просто смотреть город, а что-то там какие-то здесь приключения искать на жопу. Ну да, так повезло, она такая тоже хотела как-то пропиариться. Я даже, кстати, подписался на нее, потом видел, что она такие короткие стримы тоже выкладывала в YouTube из Батуми. Ну, я не смотрел, просто как ты ее вдохновил немножко. Канадская Михалка, ну да, такой тут рядом с центром. Рядом с центром дома. Да, на велосипеде пешком до центра. То есть здесь уже платные парковки. Если у тебя тут нет, то тут люди специальные стикеры, вижу, даже есть, что они как бы тут могут парковаться. Вот такая довольно колоритная улочка. Вон там думаю пройти. О, красивый закатик. Ну, я не знаю, что за Михайловка. Где это Михайловка? Мне как бы ничего не говорит Михайловка. Так, выключаем звук. А, все, не вам появилось. Пошла жара. Все.
О, красивые шпилики. Красивое здание. Короче, сейчас зачитаю. Тут написано на вывесках исторических внизу Kunstmeister Werkmaterial, то есть тут из железа ковали. Видно, балконы тоже как бы красиво все завито сделано, то есть вот такие. А наверху еще написано спорвях материал, то есть для железных дорог. Да, поэтому тут все в этих таких железных штучках, это типа пример искусства, которые когда-то в этом доме делали, производили. А, надо наверх поднять камеру. Я вижу, что вверх не снимает. Сейчас лучше будет видно. Соло что, не знаю. Это диджей? Ну, тур вышли для вас, ребята. Без смуглых. Нет, Соларстон мне ничего не говорит, не знаю Соларстон. Ой, исполнен дом престарелых, я вижу какую-то бабуську, да, это запросто, где за ними ухаживают, там готовят, им приходят убираться. Это тоже интересный фасадик, дом. Вон как интересно. Ну, еще повыше сделать, то опять ноги снимает. О! О, там люди живут реально. С Порше. Все нормально. Hello. Окна в этом доме, не, по-моему, они деревянные какие-то, не пластиковые. Видно, пластиковые. Ну, тут какая-то... Смотри, там что вставили, какой-то... Какое-то искусство в башне. А, здесь раньше перестроили дом для казарных, типа солдат. А тут все какие-то адвокаты, психологи теперь. Какое-то обучение, образование.
кстати, у меня вот колонка висит на одной стороне, и реально на то плечо болеть начинает. Надо колонки, она как бы как носит эти с обоих сторон. Или где-то по центру подвешивать, искать место. Вот тогда за спиной будет. Иначе перевешивает, когда рюкзак неравномерно. Ой, тут люди уже сидят на терраске, кстати. Вечерок. Так, надо опустить камеру, чтобы было видно. Там еще более современный концертный зал. Справа. Ну, туда не пойдем, потому что здесь терраски. Там ничего смотреть. Хотя нет, здесь ничего, его никто не сидит. Смотри, ничего. Очень мало. Давай здесь пройдемся. А здесь какой-то концерт будет. Задний фасад церкви. О, это гортензия, если про растение. Большое дерево гортензии. О, кстати, вон там в концертный зал, да, всякие рокеры собираются. О, написано, что это прикольное место, но это не магазин. Они не продаются. А, если только ты 2000 хочешь их заказать, тогда они тебе их продадут. А, кстати, прикольная фишка. Это как бы большое здание, и к нему сделали фасад, но это не современное, под новое сделано, чтобы не было ощущения, что ты идешь вдоль большого какой-то большого здания, а такие как бы под старину. И вот тут такой вход. Оп. А окна чисто там замазюканы, там, наверное, какие-нибудь велосипедные
А нет, не просматривается, там пусто все. Здесь мог быть какой-нибудь магазин. Ничего, что-то тоже не арендуется, ничего, никому не надо. Мог какое-нибудь кафе быть. Колонка наша, чтобы была музыка, так веселее. И мне, хочу эксперимент, пойдет мне там, придется вырезать звук или не придется. Как бы... Блин, у меня мозоль на ноге, по-моему, появляется. Я вчера думал, буду стримить, я делал носки для гор двойные такие. А сегодня подумал, зачем мне так это выебываться? Сейчас чувствую, что уже ногу натоптал. Надо прям такие какие-то спортивные реально обувь одевать. Наверное, в будущем без колонки буду ходить, потому что реально что-то напрягает она. Тяжело с ней ходить. Да, наверное, надо убрать колонку, просто взять и снять ее и положить в рюкзак. Просто положить ее в рюкзак. Вот снял. Powering off. Место скопления бомжей. Пройтись. Так, черный экран, реально. А, нет, все есть. Да, снял колонку, вообще так легче стало. Фу, нафиг ее надо. Ну, проверь носки. Носки неудачные. И обувь все-таки такая слишком летняя, слишком простая. Ух ты, банкоматы какие сделаны.
Aina. Да, надо прям спортивные носки одевать, или горные носки и хорошую обувь спортивную. Он тоже пустует. Какой-то был магазин одежды. А будем этой улице идти, здесь будет такое оживленное. Совсем скучно. Кстати, вон тут прикольно тоже сделали озеленение. Ja, dat klopt. Maar Ну, еще один пустующий был здесь магазин обуви. Ну, такой обувь, которую я не очень люблю, потому что она долго не служит. А, нет, они переехали в другое место в Тилбурге, у них более большой сейчас магазин. Но все равно, по-моему, давно переехали. Быстро не заполняются места. Да, уже видно, что там какой-то был новострой. И там точно уже 5 лет темная постройка, может там некоторым там 3 года, 5. И все пустует. Да, то есть... И сейчас будем идти дальше по улице, там уже как бы конец этой торговой улицы, там тоже будет больше пустых магазинов. Еще пару лет назад были какие-то магазины, а сейчас уже все. Бизнес отвалился. Здесь тоже какой-то магазин, обещает 1 октября открыться.
Но магазин будет старой одежки. Травой воняет. О, еще тоже все пусто. Пустое. Вон терраски. Какие-то люди сидят на террасках. Немного, но сидят. О, спиздил велик. Велик спиздил. Типа алкаши, бомжи асоциальные спиздили велосипед, потому что так просто не катают второй велосипед. Еще мне говорят спасибо, то, что я его заснял. Наверное, из-за того, что я не... О, грибы какие-то. Что это за грибы? Это просто красоты. Для атмосферы. О, магазин музыки, инструментов. Сколько такие? О, 280. Всякие штуки дороже были. Может сходить, купить. С одним нужно попробовать. Они прикольные звуки издают. А, сейчас пониже сделаю. Вам не видно. Сейчас опущу камеру. Эти, знаете же, хандрумы называются. Вот такие поменьше, такой еще фон. Вот совсем. А. Так, совсем уж низко. О, эти карнавальные какой-то девушки сидят. Тоже музыку. А мы нашу музыку уже убрали. Иначе мы соревновались, кто громче музыку слушает. О, тут написано на вывеске база школ. То есть здесь раньше когда-то была начальная школа. Я помню, здесь были тот же магазин велосипедов. Раньше куча велосипедов было. А сейчас вообще непонятно, что какие-то концерты, что ли, какие-то. Или вообще пусто. Какие-то выступления тут делают. Все, короче, пусто. На какие-то картины висят, ссылка. Просто пустует, по сути. Магазин для кайфовщиков, всякого старого барахла. Я думаю, это антиквариат. Да, это антиквариат. Вон еще барахло. А вот другой магазин для велосипедов. Привет, Анастасия. По-моему, такие люди, которые тут недалеко живут, просто так покушали уже и решили немножко прогуляться, подвигаться, чтобы совсем дома не сидеть, свежий воздух подышать. И решили прогуляться часов, кружок пройтись. О, красивое здание, кстати. Сейчас подсниму, надеюсь, оно видно. Заодно оторва. Ай.
О, что, реально 1737 год? Да, там видно потолки такие деревянные из брусьев. Вон прям такие деревяшки. Видно балки деревянные вам? Сейчас подниму. Вон балки деревянные. Год 737 года. Тоже типа антиквариата что-то. Что, дом мне пока не видно было. Сейчас вернусь. Сейчас надо было. И тут чтобы вжимом. Или вот этот 737 года. Давай его полностью снимем. Вот с такими. Ну, видно там балки в окне деревянные такие. Ладно, машина идет уже. Ну да, привидению 300 лет уже нормально. Какие окна большие. Ну, вот такие современные остекления. То есть стекло, ну, ровненько, гладенько. О, дом кайфовщика. Вот это тут голландский кайфовщик живет явно. Вот такое барахло. Куча велосипедок, украшения на стенах вместо картин. Дом кайфовщика. Блин, а тут серый экран пошел. А, нет, все заработало. Так, там спереди станция виднеется, сюда уже не пойду. Пойду обратно, здесь кафешка, тоже народ немножко сидит, чилит. Торва проехала. Самокаты запрещены у нас легально, то есть на где-нибудь на окраине города можно увидеть самокаты электрические, именно электрические, а так они не разрешены у них. То есть можно, если у самоката есть сиденье, он туда проходит как мопед, его надо страховать тоже как мопед, иметь лицензию как на мопед, то есть до 16 лет, то можно лицензию. Тогда можно ездить, да, то есть как бы, тогда он проходит как скутер, мопед.
А так они, да, нелегальны, потому что иначе будут ездить там, по всяким оживленным улицам, на людей натыкаться. Не разрешают в Голландии. Хотя я все чаще их вижу, ну, видимо, не очень так агрессивно штрафуют, но и их даже можно купить в этих магазинах гаджетов. О, какое. Типа подвинтажного годов. О! Ну, прикольно тут. Какой плюс, я тут ни разу не был. Буду здесь посидеть. Вот там даже народ сидит, нормально. О, а здесь смарт-шоп. Открытый, кстати. Ну что, пока не выгонят. Давай здесь снимем быстренько. И что, такое нельзя? Zeker weten. Ja. Alsjeblieft. Nou, dankjewel. Hetzelfde. Hi. Zal ik het af nog wel opvangen, alsjeblieft? О, а торвы там пришли, сейчас будут отрываться ночью. Что, поняли? Это был смарт-шоп. Тут, типа, можно эти... Грибов нельзя покупать, можно на такие баки покупать, их выращивать 3 недели. Там, типа, семена грибов. Какие тюльпаны. 750 евро такая ваза. Мужик, по-моему, приехал на БМ, тоже пошел в этот смарт-шоп. Он хочет покайфовать в понедельник вечером. Да, типа сумасшедшие грибы, все правильно. Все правильно. О, какие там витражи видно. Раньше же кафе было, но уже непонятно, что вот теперь.
Водку продают сильный алкогольный напиток в специальных магазинах для сильных крепких алкогольных напитков. То есть просто в супермаркете, типа в пятерочке, ты купишь максимум какое-нибудь вино, пиво. И порт, может, самое крепкое проходит там до 15 градусов, я думаю, примерно. Стройка. Не, бабулька живет. Ой, еще закатное такое небо просматривается, красота. Ой, меня снимает. Тут, короче, студенты живут справа. В этих квартирах интернациональные, причем в основной массе. Ну, там какие-то китайцы, азиаты сидят в своих комнатушечках. Учатся, уроки делают. О, ладно, конечно. Там уже даже еще не в центре живу, я живу на окраине, там еще ничего нету. Даже баров нету, магазинов рядом нету.
Здесь такой, да, по выходным движ. С четверга вечера, может быть. Извини. Бывают какие-то ивенты. Тут самый большой Кермис, это типа аттракционы, но это не очень прикалывают, такие фермеры на это собираются. Что тут еще бывает? Ну, фестивали там иногда бывают. Вон Вестпойнт в огоньках. Не, ну нести дальше. Я могу, я думаю, я тоже дойти до машины и вокруг университета еще прогулять. Потому что там освещено будет. Может, как раз какой-то народ ходить. Прогулочку. Ну, университет далеко отсюда. Пешком не дойти. Ну и машину не рядом поставил. На границе бесплатной парковки поставил. О! Ладно, пройду через парк, чтобы посмотрим, как он тут ночью никогда не был. Да, темноватенько. Вот с этой башни мы стрим примерно начинали, на нее поднимались. И она реально качается там от ветра. Но уже на улице стоит, все безопасно. Yeah, like that one. Да, я вижу, ночью очень ничего не видно, все темно-темно.
Вон следы старой железной дороги. Ставили на память. Возможно, больше было тут рельсов даже на этой территории. Удочки под душем. Нормально. Люди в романтике. Ну чё, сейчас будет мне аппаратуру отжимать. Я чувствую, надо. Может, просто шкила, школьники. Далеко отсюда. Я тут на машине приехал. Я на окраине города от Тилбурга живу. То есть даже не близко, не в центре. О, люди барбекю делают, нифига себе. Ну, хрен с ними. Какие-нибудь себе бомжи, типа. Кто будет ночью нормально делать. А здесь типа такие скейтерские ямы. Давай-ка зайду наверх. Это и есть как раз проезжая часть, да. Вот горки такие. Вот видно. Ой. Слышно вам музончик? Вот там много молодежи тусит на этих, на скейтерских площадках. Ну, штук 20 там их. Бухают. Типа такие альтернативщики. Ну, таких старшеклассники. Ну, прикольно, тут народ вечером в волейбол играет. Вообще молодцы. Молодцы. Бич-волейбол.
Пески, реально. Кстати, я понимаю этих новиков, лук. У них вообще чаты бегут, а мне чат не бежит. У меня есть возможность второй раз перечитать, что я там. И первый раз вообще там, понимаешь, что неправильно прочитал. Вопрос вообще не ко мне, там кому-то другому. То есть, когда начинаются всякие разговоры между людей в чате, и это вообще там сложно уловить. Там думаю, что так... И этот кайфовчик всегда, например, он всегда думает, что это к нему вопрос, а это там кому-то там в чате разговариваю. Вот тут место для в угол собачек. Сейчас поднимемся на мост, тоже будет прикольный, должен быть вид вечером. Железная дорога. И проедем мимо университетских жилых домов. И, там, где библиотека. Хотя вечером там посмотрим, насколько это будет хорошо все видно. О, полная луна. Ну, почти полная луна. Он так хорошо светит. Хорошо светит.